Пришел как-то в нашу деревню матерый волк. Стал страх на людей наводить. То на дорогу выйдет, то грибников в лесу напугает. Односельчане понимали, что этот молодой и сильный хищник не поладил с вожаком в стае, вот и ушел. Он ищет себе самку, чтобы создать свою стаю. Люди стали бояться ходить в лес, особенно в одиночку. Мужики прозвали волка бобылем. Бобыль — так в народе называют одиноких молодых мужчин. Присядут мужики на лавочке, новостями делятся, сплетни обсуждают, так обязательно кто-нибудь скажет, что в тайге опять видел бобыля. Также люди стали замечать, что волк к собакам начал приходить. К кобелям не ходит, только к самкам прибегает. Кто-то даже видел его поздним вечером. Были люди во дворе, а он прямо у будки сидит с собакой, смотрит на нее, а та даже не лает. Другие люди рассказывали, что под вечер выйдут в огород, а он через двор пробегает. Жутко стало людям, совсем осмелел хищник. Как теперь жить, собаки его не боятся, даже близко к себе подпускают. А старики говорили, что, скорее всего, свободной волчицы не нашел волк, вот и выбирает себе невесту среди собак. А в деревне жила одна незамужняя, молодая девушка. Дом у нее стоял на краю деревни, и огород впритык к лесу располагался. Хозяйство небольшое держало, курочек да козу, а беспородная собачка охраняла все это добро. И вот стал тот одинокий волк заявляться к ней во двор. Выглянула в оконце, рассказывает хозяйка, а он сидит, то на собаку смотрит, то в окно. Будто меня видит. Я уже не пойму, то ли он на Герду мою позарился, то ли ко мне в женихи метит. Бабы смеются, прозвали Любку, а так зовут хозяйку Герды, волчьей невестой. Она, конечно, женщина с юмором, понятливая и не обижалась. Мужики предлагали ей капканов по огороду наставить, но она отказывалась, говорила, вдруг своя собака попадется, да и волка жалко. Он хоть и страшный хищник, но зла никому не причиняет, а волк все ходит и ходит, сидит возле собачьей будки, то на собаку посмотрит, то прямо в окно, будто сказать что-то хочет. И вот однажды пошла утром Любка за водой, а волк лежит возле будки, голову положил на лапы и смотрит на нее. Испугалась она, ведра побросала, они разлетелись с грохотом в разные стороны. Забежала женщина домой и к окну быстрее побежала, а волк даже ведер брошенных не испугался. Лежит себе и все. Люба поняла, что что-то не так с этим волком. Набралась смелости, перекрестилась и снова во двор пошла. Герда суетится, хвостом виляет, то в нос лизнет, то лапой тронет волка. Скулит бедная, а он на нее как будто внимания не обращает. Следит глазами за женщиной. Любка стала подходить к нему. Зверь насторожился, голову поднял и смотрит в упор. Тут она и заметила, что у волка на шее что-то странное. То ли веревка, то ли ошейник. Стала Люба потихоньку к волку подходить. Волк не выдержал, прыгнул через забор и убежал. Весь день у женщины не выходила из головы эта картина с веревкой на шее животного. Пошла она к магазину, рассказала людям, что видела. Думала, совет односельчане дадут, но они какие-то глупости стали говорить. Сказали, что мерещится все это, да и шутить по обыкновению начали. Решила она тогда действовать самостоятельно. Вечером положила в миску кусок мяса, поставила в огороде, в то место, где волк проходит. Сама стала наблюдать через окошко. Бобыль опять пришел, учуял мясо, кинулся к нему, лижет его, зубами хватает, жует как будто, но не ест. Потом улегся, морду положил на лапы и смотрит на еду. Тут Люба все поняла. Волк не может есть, непонятно почему, но не может. Она вышла к нему, стараясь не шуметь. Подходила медленно, не смотрела в глаза, но взгляд со зверя не спускала. Теперь она боялась его гораздо меньше. Люба понимала, что если волк не может взять мясо, то и ее не укусит. На этот раз ей удалось подойти совсем близко к зверю, почти на расстоянии вытянутой руки. Но трогать она его не стала, хотела, чтобы он перестал ее бояться. Сначала Люба присела рядом. Зверь поднял голову. Теперь она могла четко рассмотреть, что у него там на шее. А это был старый кожаный ошейник, то ли с шипами,
то ли с заклепками. Но как он мог оказаться на шее дикого зверя? Ошейник настолько сдавил горло животному, что волк едва мог дышать. Не то что уж есть. На следующий день Люба порезала мясо небольшими кусочками, положила в миску и снова поставила в огороде. Волк по обыкновению пришел, учуяв мясо. Набросился, стал лизать и тут понял, что оно маленькими кусочками нарезано, и начал жадно заглатывать. Было видно, как маленькие кусочки едва проскальзывают волку в глотку. Бедное животное, видимо, последнее время питалось одними мышами и лягушками, думала тогда Люба. Вот и пришел он к людям за помощью. Кто-то же надел на него этот ошейник, а это значит, что с людьми он был знаком и раньше. День за днем женщина подкармливала хищника и подсаживалась к нему все ближе и ближе. И однажды наступил тот день, когда она попробовала положить ему руку на голову. Волк дернулся, но не убежал. Люба провела рукой по шее зверя. Он сильно напрягся. Она попробовала нащупать застежку, но это было не так-то просто. Ошейник почти врос в шею зверя. Наконец ей удалось. Любаша вспомнила про маленький ножик в кармане. Осторожно, одной рукой она достала его, не убирая другую с шеи животного так, чтобы волк не видел посторонний предмет. Просунула под ошейник и разрезала. Теперь нужно было осторожно, не причинив животному боль, снять этот злополучный предмет. Женщина взялась двумя руками за край разрезанного ошейника и стала разводить его аккуратно в сторону. Волк начал дергать головой, но она не отпускала. Он рванулся назад и мгновенно освободился, перепрыгнул через забор и скрылся в тайге. Люба смотрела на ошейник, крови не было, значит, кожа у животного не повреждена, а это были хорошие шансы на спасение. На следующий день она пошла к магазину с тем ошейником. Вот, показывала она всем. Полюбуйтесь, сняла все-таки с волка эту удавку. Народ разглядывал ошейник и удивленно ахал. Как же так? Откуда? А может, это и не волк вовсе, а бродячая собака? Появились даже такие предположения. Да нет же, это точно волк, опровергали мужики, которым он тоже залазил во двор. А потом кто-то рассказал, что в райцентре есть станция, где держат волков и лис. Как-то даже у них был бурый медведь. В общем, для обучения охотничьих собак их там держат. Вот оттуда, пару лет назад, сбежал молодой волк-подросток, прямо с ошейником вырвался и в лес побежал. Только его больше не видели. На следующий день волк снова пришел к Любе. Теперь женщина старалась каждый день нарезать мясо все более крупными кусками. Где-то через пару недель женщина положила целый кусок. Волк жадно набросился на него, прожевал и проглотил мясо без всякого труда, облизнулся и посмотрел на спасительницу. Она погладила его по голове, совершенно без всякой опаски, хотя теперь уже ничего не мешало волку напасть на женщину, а он лишь уткнулся головой в ее колени. Со временем он приходил все реже и реже. Зверь мог уже охотиться сам и спокойно есть свою добычу. Любаша радовалась за него, но в глубине души ей было горестно, что скоро настанет такой момент, когда он не придет совсем. И вот однажды судьба подготовила для Любы сюрприз. Герда принесла 5 щенков, да не простых, а вылитых волчат. Наш бобыль время зря не терял. Один только малыш, как Герда, родился, а 4 были копии отца. Люба всем рассказывала про щенков и с гордостью заявила, что теперь она не волчья невеста, как ее окрестили, а теперь она волчья теща. Народ смеялся и поздравлял ее с пополнением. Волк же продолжал посещать свое семейство. Обнюхивал щенков, иногда даже облизывал, а потом стал приносить им добычу. Люба была поражена. Теперь она старалась не выходить из дома, чтобы не беспокоить волка, поэтому особо не разглядывала, что он там им приносил. Щенки набрасывались на добычу всей толпой и жадно ее грызли. «Что же я с вами буду делать?» — размышляла женщина. «Надо будет скоро куда-то вас пристраивать». А однажды к ней пожаловал хозяин той станции. Как-то он узнал про спасенного волка и про его щенков. Женщина не сразу поняла, чего он хочет, и пустила к себе во двор. Как же Люба разозлилась, когда поняла,
зачем приехала эта наглая морда. Он хотел поставить ловушку на своего волка и предлагал купить у Любы щенков. Женщина стала кричать на него и гнать прочь, а мужик начал оскорблять Любу, угрожать, сказал, что и так всех заберет, без денег. Как вдруг через забор перепрыгнул волк. Не касаясь земли, он повалил негодяя на землю и попытался укусить. Мужик вырвался и еле успел спрятаться в доме. Волк встал между женщиной и своими щенками. Теперь Люба была уверена, что это тот самый волк, о котором рассказывали старики. Время шло, и щенки подрастали. Вскоре они навсегда ушли вслед за своим отцом. Люба понимала, что на воле им будет лучше. Так Бобыль обрел свою стаю. Через несколько лет охотники стали замечать в тех краях необычной красоты черных волков. Это Герда и внуки, думала тогда Люба. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.